Всем добрый день! Это расклад для знака зодиака Весы на ноябрь 2022 года. Что ждет Весов, что карты расскажут нам. И вы можете смотреть это видео не только если у вас Солнце в знаке зодиака Весы, но еще и Луна, а также стелиум планет, асцендент, конечно, в знаке Весов. И сегодня для расклада я взяла колоду Нефертари, Таро Нефертари. Хоть она сделана как классическое Таро, ну, близко, да, к классическому Таро, но у нее совсем другая энергетика, совсем другие значения. Поэтому давайте посмотрим, что карты расскажут нам сегодня. Итак, я достаю 6 карт, которые соответствуют 6 осям зодиакального астрологического круга и затрагивают все стороны жизни человека. Итак, что ждет Весов в ноябре? Первая карта. Отшельник говорит о том, что вы, возможно, несколько, не то чтобы устали, но ищете что-то в отношениях, что-то вам в отношениях не хватает с вашим партнером. Вы особенно это почувствуете. У вас будет такое чувство, что вам, может быть, нужен другой человек, или в этих отношениях вы никак не можете найти себя, либо вы потеряли себя. Вот такой диссонанс вы будете испытывать, но на самом деле отшельник — это, конечно, очень противоречиво, несколько карт, которые нужно понимать глубоко, как и отношения, да, поэтому здесь, возможно, у вас вот эти вот замешательства, да, которые вы, возможно, испытываете в вашем партнерстве, вызваны тем, что это такой сейчас жизненный период, да, когда вы не знаете, куда вам двигаться, вам дальше стоит с этим человеком быть, или, может быть, решиться на развод, может быть, вам стоит заняться собой, или, не знаю, стоит ли вам принять какое-то предложение. Ну, в общем, вот такие очень непростые вопросы вас сейчас могут терзать во взаимоотношениях. Но мы сейчас еще откроем другие карты и посмотрим, что здесь может быть. Королева Пентаклей, замечательная карта, выходит в секторе финансов, это вообще финансовая карта, и, конечно, здесь я думаю, что у вас будет все в порядке в плане денег, это может быть устройство на новую работу, вы можете, какая-то женщина может помочь вам с этим устройством, с повышением, может быть, какая-то начальница, которая повысит вам зарплату, а также и это может быть еще и означать ведение собственного бизнеса. Для женщин, может быть, это какой-то выход на работу, либо какая-то женщина может помочь вам деньгами. Для мужчин это может быть встреча с женщиной, которая будет на работе занимать коллега по работе, либо начальница тоже, либо женщина очень обеспеченная, как-то, может быть, ваша жена, супруга тоже подскажет вам каким-то советом, ваша мама, там, да, это может быть и семейный бизнес, то есть женщина, которая как-то, может быть, вхожа в вашу семью, женщина из вашей семьи, и вот она здесь может сыграть какую-то важную роль в плане финансов, а также просто это устройство на новую работу для кого-то, более высокая должность, так что карта очень благоприятная. Подвешенный, карта подвешенный, да, или повешенный выпадает в третьем секторе. И вот здесь у вас может быть некоторая остановка в общении с вашими близкими, родными, в контактах каких-то, да, может быть, вы будете меньше общаться с людьми, меньше переписки вести, меньше телефонных звонков, либо вы будете ждать какое-то решение, которое никак не может приняться, может быть, вы ждете какие-то документы, виза, там, решения судебных каких-то дел важных, да, любые документы, и вот они все еще могут задерживаться. Также относительно, например, вопросов поездки, автомобилей, здесь тоже может быть какие-то задержки, может быть, вы долго меняете лицензию, там, права, может быть, вы ждете автомобиль какой-то, который вы хотите купить, и вот что-то там не получается. В общем, такое несколько зависшее состояние. Или вы не можете просто купить автомобиль или что-то такое. Но в ноябре это еще очень может быть, потому что все-таки у нас много будет ретро-планет. Они еще будут только к концу ноября выходить в прямое движение. Поэтому, конечно, какие-то дела еще будут замедлены. Поэтому здесь, наверное, не стоит форсировать события, лучше подождать, смириться, да, потому что здесь эта карта еще и означает смирение
с обстоятельствами, поэтому не форсируйте события, не заставляйте других людей делать что-то быстрее, чем они могут делать. М, В общем, очень важная, я считаю, эта карта здесь, в этом секторе, которая говорит, что надо несколько замедлиться в повседневных делах и, конечно, не начинать ничего нового. Двойка динариев выпадает в 10 секторе. Ну, это какое-то двойственное положение относительно вашего статуса, да, может быть, вы думаете здесь, вот как раз у нас выходило отшельник, может быть, вы думаете, стоит ли вам выходить замуж, жениться, стоит ли вам, например, брать фамилию мужа или разводиться у кого-то. Может быть, это какие-то дела с вашими партнерами, да, если это вообще не зависит от статуса брака, это может быть ваши партнерские отношения с какими-то бизнес-партнерами. И здесь вы тоже можете думать, стоит ли с ними вступать в долю, да, брать на себя какую-то ответственность в бизнесе, вообще вести бизнес какими-то другими делами. Кто-то может искать бизнес-партнеров, искать спонсоров и так далее. Но спонсорство-то я здесь вижу, здесь оно, возможно, будет. По королеве Пентаклей финансовый сектор, в общем-то, неплохой. Здесь вы можете больше даже смотреть, на какую работу вам пойти, куда вам вложить свои деньги, может быть, какую-то недвижимость вы будете купить, и будете вот так вот думать. Но я, конечно, вам говорю, не торопиться, потому что здесь у нас и подвешенный тоже вышло. 3-й, 9-й сектор, где выходит подвешенный, это вообще быстрый сектор, сектор мыслительной деятельности, да, и когда здесь такая карта замедленная выходит, то, конечно, она не говорит о продвижении, и особенно новых дел. Лучше выбирать, думать, обмозговывать лишний раз, да, какие-то ситуации, чем уже решаться на конкретные действия. Но у вас здесь вот и по 10 сектору тоже идет какая-то нерешительность в плане вашего выбора, вашего статуса и дальнейшей жизненной цели. 6 мечей в секторе бизнеса, и это тоже говорит о том, что вы хотите, вы, может быть, не знаете, куда вам направиться, к каким берегам. Ну, вообще здесь 6 мечей в этой колоде, карта неплохая. Она все-таки говорит, что вы на верном пути, что вы прилагаете много сил для того, чтобы развивать ваш бизнес, творчество. Может быть, у кого-то это связано с детьми, вы прилагаете много сил для того, чтобы ваши дети как-то лучше занимались, чтобы у них было какое-то хобби творческое или мыслительное, да, и вам, может быть, кажется, что нету результатов, что результаты несколько откладываются. Здесь может быть у вас такое ощущение. Но в целом эта карта неплохая, она говорит, что вы на верном пути. Поэтому я думаю, что вам не нужно останавливаться, тем более, да, в связи с тем, что у нас планеты все еще замедляются, поэтому нужно заниматься все-таки тем, что вы делаете, продолжать, несмотря ни на что. Ну и 2 жезлов, она говорит, конечно, о сомнениях. Сомнения, которые у вас есть, и относительно всех сфер жизни. Здесь у нас очень много карт выходило про сомнения. Это и статус, это и партнерские отношения. Поэтому, конечно, у многих весов есть какая-то такая неуверенность в себе в ноябре, может быть. Это вызвано и подсознательным мотивом, и тем, что, может быть, вы не знаете, правильно ли вы делаете, да, что-то в жизни, как у вас вообще что-то складывается, будет такое настроение, ну, что вот вы вроде бы куда-то идете, но не знаете куда, а стоит ли вам что-то начинать, а может быть, вы с этим не справитесь, может быть, у вас недостаточно энергии, может быть, партнер здесь как-то тоже не очень, или вы себя как-то партнерстве. Ну, в общем, очень много вот таких сомнений, которые, конечно, могут в итоге не дать вам продвижения, поэтому для вас весов вообще очень склонны, да, сомневаться по каким-то вопросам, но здесь у вас в ноябре, я вижу, особенно будет много всего. Хотя вот, например, по королеве динариев это очень хорошо. Это говорит о том, что какая-то женщина очень поднимет вашу самооценку в плане работы, что вы будете и в интимной жизни как-то чувствовать себя хорошо. И для женщины это такой определенный статус внутренний, да, который помогает вам чувствовать себя женственной, красивой, желанной. Поэтому здесь я не вижу, возможно, ваши страхи, они больше надуманные. Может быть, у вас ваш партнер заставляет вас поволноваться в некоторых, да, может быть, он не может найти себя,
Из-за этого, конечно, это сказывается на ваших отношениях, и вы тоже чувствуете неуверенность какую-то в завтрашнем дне. Ну и, конечно, это может быть связано вообще в целом с какой-то экономической, политической обстановкой. И давайте еще возьмем совет от карт с колоды Moonology, что эта колода нам подскажет, как весам лучше прожить этот месяц, что будет в ноябре 2022 года. И здесь у нас выходит полная луна в знаке зодиака Овен. Овен — это знак активный по полной луне, это какие-то такие эмоции очень активные. Может быть, вам стоит заняться каким-то спортом, как-то вот эту энергию, которая скапливается, вам проявить во что-то, спорт, бизнес, какие-то ваши хобби, занятия. Но вообще в не очень позитивном, скажем так, развитии событий полная луна в Овне может означать ссоры, споры, какие-то драки, разбирательства. И вот, конечно, не хотелось бы, чтобы до этого здесь доходило. В целом я не вижу здесь таких сильных агрессивных карт, вот здесь они не вышли. Но вас может захлестывать эмоции, какие-то энергия какая-то, которая будет не реализована. То есть вам будет казаться, что энергия не реализована. И это, кстати, очень может быть, опять же, почему? Потому что когда Марс идет в обратном движении, он вроде бы идет, он активный, но нам хочется все время чем-то заняться, что-то делать, что-то новое начать, но никак не продвигаются наши дела, да, и это вот такое не очень гармоничное состояние между мыслями и действиями, поэтому, скорее всего, может быть, у вас такое будет, поэтому лучше заняться какой-то активностью такого характера, как спорт, занятия какие-то, которые не требуют риска, да. Вот здесь я вам не рекомендую рисковать, ни вам, ни вашему партнеру, конечно. Ну и в целом здесь месяц не принесет вам каких-то кардинальных перемен. Здесь у вас вы будете думать, что-то обдумывать, ждать. Придется, да, многим весам. И, скорее всего, уже результаты какие-то конкретные вы увидите в следующем месяце. Я не советую вам принимать никаких решений, там, развод или там уход с работы. Новая работа здесь я вижу возможно, но и то, даже поступив на нее, вы, возможно, будете думать, правильно ли вы сделали. Но, опять же, я не вижу у вас проблем с деньгами, поэтому, в принципе, месяц пройдет довольно удачно, хотя, может быть, несколько не совсем гармонично, и какая-то будет чувствовать все время неуверенность, какие-то страхи за свое будущее и так далее. Так что вот такой расклад для вас, весы. Возьмите все самое лучшее отсюда. И до встречи на моих новых видео. Всем пока.